А у нас дождь. Очень сильный дождь. Начался, по-моему, с часу дня. А может быть, и с 2. Тут березки. Я бегу. У меня кое-какие дела. Лужи. Так, я иду с зонтиком. Держу телефон, чтобы не намок. Но я-то могу ходить снимать, кстати, вот, о чем я вспомнила. Сегодня я смотрела видео, которое снял Ромас на свой телефон. Что я вам могу сказать? Там очень многие возмущались, чтобы он включил стабилизацию экрана. Значит, у него телефон, я посмотрела, какой. Redmi Note 11. Нет там стабилизации экрана. Там вообще такая функция отсутствует. Но вот ее нет, стабилизация видео. Я такого никогда не видела. Чтобы отсутствовала стабилизация экрана. Ребята, не знаю, у кого-то есть телефон Redmi Note 11? Подскажите, я пересмотрела все, что только можно. Ну, эти телефоны не предназначены, чтобы снимать на них влоги. Хотя есть люди снимают и на Redmi, и им нравится, и нормальное качество получается. Но Samsung так не скачет, как Redmi. Там как-то Ой, я врезалась в березку. Стабилизация очень хорошая у Samsung. Поэтому напишите, посоветуйте. Либо придется, я не знаю. Я не знаю, что придется. Будем как-то решать эту проблему. В принципе, если не бегать, не так бежать, как я. А может быть, еще, знаете, я просто привыкла уже рукой не сильно трясти, а он еще не совсем к этому привык. Поэтому, возможно... Ой, здесь затопило переход метро. Переход метро. Просто переход затопило. Сейчас покажу. Здесь из-за дождей вот так вот скапливается вода. Затопило, люди поотковыривали плитку от ступенек и подложили. Здесь вообще этот переход одно время был очень сильно затоплен. А потом его как-то почистили, облагородили. Ну и собирались же прилежащую территорию облагораживать и делать фонтаны. Ну а потом я вам рассказывала, что случилось. Здесь, видите, здесь так не затопляет, здесь наклон, а там все время затопляет от дождя. Так, пока сейчас Самиранчик спит, я бегу, мне надо перебрать кладовку. Потому что надо покрасить внутри кладовку. И, ну, возможно, и снаружи. В общем, мне надо перебрать все, что там лежит. И очень быстро, за час. Что на выбрать, что нет. Сейчас многие из вас напишут, я уже предвижу события. Почему Ромас не пошел и не перебрал? Да, Ромас на раз-два может это все пойти, перебрать, вернее выбросить. Для него это все не представляет. Он подумает, так, это мусор, это тоже мусор. Ну просто, знаете, ну что-то там он из инструмента, да, и ставит. В общем, я хочу своими глазами увидеть. Мы, чтобы вы понимали, перебираем вместе. То есть он... Там же, понимаете, давно забытое старое. То, что сложили давным-давно, мы уже забыли. Поэтому он отберет для себя вещи, которые ему нужны. Я для себя. Остальное просто без сожаления пойдет на мусорку. И, кстати, насчет покраски. Сейчас за покраску сказала и вспомнила. Мне вчера написала женщина в комментариях. Очень мне было смешно это читать. Значит, она пишет такая, ой, сейчас, что-то у меня, ой, случилось что-то. Сейчас, невозможно увеличить, уменьшить. А что это такое случилось? Сейчас, вот, не знаю, что случилось, на что-то я нажала. В общем, она пишет такая, пора уже прекращать витать в облаках. Я прям скрин сейчас добавлю. Кормить уточек и так далее. Можно взять и выбраться вместо того, чтобы шарахаться по городу. То есть для нее
Мои передвижения по работе — это шарахаться по городу. Ну ладно. Когда встречи с оценкой предметов — это шарахаться по городу, ну, это мы упустим. И вот она говорит, нужно хотя бы 2 раза в неделю сходить за продуктами на рынок. Я хожу на рынок за продуктами, и бывает не только 2 раза в неделю. Дальше она пишет. И история — это, конечно, все хорошо, но нужно хотя бы следить за своим жилищем, побелить потолки, покрасить. А то у вас грибок, ребенок часто из-за этого болеет. Ой, сейчас. Так, простите. И вот она пишет, что нужно побелить потолки, поклеить обои. У вас ребенок маленький, из-за того, что на стенах грибок. Я, кстати, хочу немного, кто только подписался, разъяснить, что 2 марта 2022 года вследствие авиаудара по соседнему зданию, по 2 соседним зданиям прямо рядом с домом, у нас повредилось жилище, были открыты окна долго, в подъезде вообще батареи полопались, и окон нет до сих пор. Кстати, нам окна так и не ставили в подъезде. Ну, естественно, мебель там сгнила, все пришлось выбросить после этого всего, потому что я же не занималась этим, сильные обстрелы. Там было не до этого, а хоть бы выжить. В общем, после этого всего пришлось сгрести мебель, выбросить. Я там снимала, какие были черные потолки. Ну и вот я бы хотела немного разъяснить по этому поводу, да. Ну, жилье повреждено вследствие войны. Оно целое, но требует ремонта косметического. Ну и там были проблемы с окнами. У некоторых соседей вообще окна повылетали. У меня были поломаны окна. Кое-где кое-что там вылетело у Вали. Хочу сказать, что все, что делалось за наш счет, не за счет государства. Я не знаю, кому-то, может быть, и государство помогало. В общем, мы делали все за свой счет. Дальше. Стройматериалы сейчас дорогие. Все дорогое. И это все делается долго, поэтапно, не так быстро, не вот так вот щелкнув пальцем. Поэтому, почему вы решили, что ничего не делается, я не знаю. Но оно делается, но, еще раз скажу, не так быстро, как хотелось бы, своими усилиями, маленькими шажочками, по чуть-чуть. И скоро жилье будет восстановлено. Так что я, наверное, развеяла ваши сомнения. Что я говорю вообще? Наверное, разочаровала вас, что я не замухрышка. Или как это говорится. Ой. Как нет. Она написала так. Чистый дом, лицо хозяйки. Знаете, а тут приходится и работать, и за домом следить. Но у нас нет такого, знаете, у нас у всех какие-то, разделения. Так, перехожу через светофор, едут машины, не пропускают меня на зеленый человечек. Не пропускают меня, уроды. Это надо вырезать. Ну как вот вообще, я иду, дождь льет. Я иду на зеленый светофор, меня просто не пропускают. Живые эмоции. Так вот, чистый дом, лицо хозяйки. Но нужно еще и думать о том, как заработать на это все. Как заработать на восстановление, как заработать на пропитание, как заработать на коммунальные платежи и так далее. У нас, слава богу, ладно, не будем рассусоливать, это будет для другого видео уже съемка. Сейчас кое-что вам покажу интересное. Так вот сейчас здесь идет процесс. Здесь уже поклеены обои. Такой вот рисунок.
покрашен потолок. То есть все вот эти вот проблемы, все это убиралось, шпаклевалось. Делались полы. Это сейчас закрыто все гофрокартоном и пленкой. Здесь была реставрация паркета. Сложная, кстати. Покрашенные батареи. Покрашенные вот здесь вот откосы уже. Труба покрашена. Тут надо будет обратно прицепить карниз, его вымыть. Ну, вот так вот это все выглядит. Естественно, мебель отсюда вся выбросилась. И там сейчас еще идет рабочий процесс. Здесь еще надо все клеить, все делать. И здесь еще. Вот сейчас обои клеются. Потолок уже готов. Так вот. Здесь тоже клеются. В общем, здесь такой бардак. Я уже вот одну полочку освободила. Сейчас буду дальше все освобождать. Естественно, здесь инструмент в одно место. Какие-то коробочки на барахолку отправятся еще ко мне. Боже, что тут только нету. Так складывалось, все складывалось. Какие-то лекарства вперемешку. В общем, это сейчас я все уберу, освобожу. И это будут красить. Будем красить. Двери тоже, я думаю, будем красить. Ладно. Приступлю. Ладно, все, друзья, я побегу. Мне сейчас надо все освободить, успеть купить кефирчик и вернуться, пока Миран проснется. А вам всем хорошего дня, вернее, вечера. Главное, мирного вечера. И сладких снов, кто будет смотреть это видео перед сном. Не забывайте поставить лайк и подписаться на канал.